Здесь прямо как в хижине чудес, только наизнанку. И даже есть свой ЗУС. У прошаренных чувачков при словах «татарский» и «мультфильм» на ум приходят картины типа «Падал прошлогодний снег», «Следствие ведут колобки», «Гора самоцветов» или даже «Фиксики». Все это вышло из-под пера Александра Татарского, легендарного российского режиссера-аниматора, земля ему пухом. Но к Татарстану перечисленное, разумеется, не имеет никакого отношения. Заметных или популярных мультфильмов, созданных в Татарстане, просто нет. Ну или не было до этого момента. Леди и джентльмены, позвольте представить вам творение, которое, по словам его авторов, попытается сделать революцию в современных татарских анимационных фильмах и взорвать медиасферу Республики Татарстан новым продуктом, аналогов которому на сегодняшний день нет. Какую бы придумать шутку про экстремизм? Все вы знаете современный мега-популярный мультфильм Gravity Falls про брата и сестру, которых отправляют на лето жить к двоюродному деду в глухую деревушку с паранормальными чудищами. Ну так вот, в Татарстане тоже знают этот мультфильм. И так как третьего сезона Gravity Falls уже точно не будет, видимо, татарские аниматоры решили занять его нишу. Звучит многообещающе! Главный герой — юный школьник, почти круглый отличник, знающий все предметы на пятерку, кроме татарского языка. Более того, он вообще не знает татарского и говорит по-русски, из-за чего родители им очень недовольны. Зюен. Нет, Ати, нет, пожалуйста, нет! Сука, как это работает? Если его предки базарят исключительно на татарском, то, во-первых, почему он вырос с сознанием русского, и, во-вторых, как он в принципе понимает, что они говорят? Ну он же субтитры читает, окей. Хотя, блин, даже если бы он читал субтитры, тут все равно фиг разберешь. Его мать сказала фразу, которая переводится как два разных выражения. Ладно, в общем, допустим, что он приемный. Наверняка у вас много друзей, которые не знают и не говорят по-татарски. Как они догадались? Кстати, главного героя зовут Вали, и это имя арабского происхождения очень созвучно с глаголом в указательной форме. Вали. Вали. Тут у меня три варианта. Либо у него правда арабское имя, либо родители зачали его 9 лет назад прямо в кино во время просмотра Валли, либо его русским родителям было вообще насрать. Вали. Короче, это, конечно, все мои домыслы, я о том, приемный он или нет, но за незнание татарского языка родители сажают пацана в машину и увозят за город. Но не убивать, а отдать на растерзание деревенским родственникам. И отец такой: пока не выучишь татарский, из деревни не вернешься. А Валид такой, типа, интересно, что он сказал? Я ничего не понял. И, кстати, что тут написано? Ой, я знаю, что там написано. Gravity Falls! Давайте сразу посчитаем, сколько раз Вали сплагиатил Gravity Falls, чтобы потом не отвлекаться. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Серьезно, они даже сраную лампу украли! Мы не скрываем того, что стилистика взята из Gravity Falls. Ваши ироничные замечания неуместны. Ох, чуваки, к вам бы не было претензий, если бы это была пародия или некоммерческий фанатский мульт, но ведь вы называете это амбициозным проектом и собираетесь революцию устроить в мире анимации. Ладно, спокойно, еще не все потеряно. Может, тут недостаток оригинальных дизайнов компенсирован клевым сценарием? Между прочим, создатели заявляют, что это не просто мультфильм, это образовательный мультфильм. Что ж, посмотрим, как много нового я узнаю из первого эпизода этого многообещающего мультсериала. Ха-ха! Судя по заставке сериала, главный герой научится татарскому языку, путешествуя по страницам книги сказок. Вот он, например, встречается с каким-то местным грутом и фоткается с ним, и... я не понимаю, что тут происходит. Потом он зачем-то дает русалке фен, наверное, это метафора источника вдохновения сценаристов, и тусит с усатым мужиком, которому его отсталый брат подрисовывает усы. Я все еще ничего не понимаю, может, это какой-то особый татарский юмор? О, да так и есть, я тут загуглил. Древесный монстряк — это злой дух леса из татарских народных сказок, Шурале, который убивает людей щекоткой. И по сюжету сказки его обезвреживают, защемив ему пальцы под деревом, но... я все равно не понимаю прикола. Дальше. Русалка — это не совсем русалка, это Су-Анасы, или водяная. Еще одна татарская народная сказка про зеленую водяную бабищу, у которой украли расческу. Видите, волосы все спутались, жуть, но главный герой решает ее проблему с помощью фена. Только фен в жизни — это ведь нифига не замена расчески, Гений. Он бы его еще в розетку воткнул и в озеро кинул. Ну и третий. Мужик с усами и без усов — это татарский народный поэт Габдулла Тукай. И я думал, может, у него в биографии есть момент, когда он отращивал, а потом сбривал усы, но, конечно же, нет там ничего такого. Это еще один несмешной, ленивый, тупой гэг. Бред! Все, с меня хватит! Вали в деревне встречает его бабуська Зус. И, как мы видим, первое правило татарского языка по версии этого мультфильма гласит:
татарское, и переводится на русский как «О». Бабушка откармливает внука супом, запрещает трогать конфеты и вообще предупреждает, что теперь будет вечно следить за тем, что он ест. Вали сразу же визуализирует это в худших традициях Гриффинов с их постоянными скетч-вставками. Кошмар. Он еще не дорос до флешбеков. Да уж, не дорос. Пацан представляет, как бабка преследует его в кинотеатре, подкладывая эчпачмак в попкорн. Я, кстати, опять не понимаю прикола и не догоняю, что плохого в эчпачмаке. Ну правда, я бы с удовольствием применял попкорн на эчпачмак. Это же эчпачмак. А, черт, нет, я понял, это не эчпачмак, это Билл Сайфер! А еще на этом моменте художники, видимо, осознали, что в мульте слишком много отсылок к Gravity Falls и попытались пустить нам пыль в глаза. Ух ты! Это же отсылка к Саус Парку! Ну дела! Как умело и уместно! Отсылочка, отсылочка! Я понял отсылку, а вы поняли отсылку? Это отсылка! Это самая настоящая отсылка! Потом Потс представляет, что бабушка даже в самолет проникает на истребителе, лишь бы подсунуть ему суп вместо курицы. Мне курицу. А чё не так с курицей-то? Вроде никаких религиозных ограничений в Татарстане нет на нее, да и вообще это один из самых низкокалорийных видов мяса. У бабки маразм там, что ли? И извиняюсь, с бабкой все норм. Маразм у сценаристов. Аби, а ты не видела мой планшет? Курмадым. Ни карында белмим. Я ничего не монтировал, это была реальная сцена. Идеально. Вали натыкается на своего отсталого братика, залипающего в планшете на видосы из интернета. Секунду. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp, stomp. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp, stomp. В общем, среди скетчей в планшете есть единственная забавная шутка за весь мультфильм, от которой на фоне всех остальных попыток сюморить меня, если честно, немного разорвало. Мне мандат телефон туда. Алло. Но сразу за ней идет очередная непонятная параша. В перерыве между съемками какого-то дерьмового клипа две березы с фона отправляются передохнуть, и одна говорит 2 чая, а вторая быстро. И все. Это не смешно, потому что Двач мертв. Вали сперва не узнает Айнура, своего братана, но его накрывает вьетнамский флешбэк про то, как брат убил курицу на его глазах, и он все вспоминает. Вообще, у пацана какие-то явные проблемы с курами. Мне курицу. Затем к ребятам прибегает собачка, и я ждал, что тут повторится гэг с убийством домашнего животного, но обошлось. Она тут исключительно для демонстрации того факта, что даже пес понимает татарский. Айнур тащит городского братишку на главное сельское вечернее развлечение. В клуб, на дискотеку! Тут все чудесно. Быдло-версии персонажа из Gravity Falls, клуб, как будто из клипа диджея Огурца. Не хватает только правильной музыки на фоне. Бомба. Главный герой не выдерживает накала этой жаркой тусовки и выходит на улицу подышать, где натыкается на татарскую Мейбл по имени Алсу, у которой в субтитрах допущена грамматическая ошибка. Хитрый ход, ведь татарский язык легче выучить, если ты забудешь русский. Ух, опять эти сложности перевода. Она назвала его по имени или сказала, чтобы он проваливал? Вали вроде как влюбляется в эту девчулю, но она сваливает с бойфрендом на мотоцикле Урал, ведь, конечно же, ее стоило уже занято каким-то гопником, который старше ее лет на 10. И на этом серия заканчивается. И эту невероятную развязку мы все ждали. Чушь какая-то! Подведем итог. Полное отсутствие оригинальных работающих идей, кривой сценарий, кривой монтаж и максимально халтурная анимация. Даже хуже, чем я представляла. Сюжет прост и до боли знаком практически каждому жителю Татарстана, гласит строчка из нотации от авторов. До боли, да. То есть подобное издевательство и изгнание детей из города — это обычное дело. Судя по этому дегенератскому сюжету, главного героя отправили в деревню не на лето, как это опять же в Gravity Falls, а просто увидели двойку в дневнике и молча выперли ребенка из дома. Посреди учебного года. Самое дно. И в чем вообще смысл? В Татарстане 2 государственных языка. Татарстан — это часть России, там живет куча русскоговорящих. Но по логике мульта, если ты говоришь на русском в Татарстане, то тебя выгонят из дома и будут всячески насмехаться. Оригинальная идея сценария принадлежит медиа-студии Астма. В смысле Атмата. В смысле Тасманский дьявол. Почему бы и нет? Оригинальное название для студии такое же оригинальное, как и образ из этого мультика. What? Who is that? The author of the journals. My brother.
Перед стартом этого амбициозного проекта в нашей команде собрались лучшие из лучших. Сценаристы, режиссеры, художники и аниматоры. Что ж, во время старта, очевидно, они все дружно куда-то съебали. Надо было бы вас уволить! Прежде чем стать полноценным мультфильмом, медиапродукт проходит несколько стадий. Сценарий, разработка персонажей, раскадровка, аниматика, анимация, написание музыки, озвучка персонажей и так далее. Каждый этап таит в себе много сложностей и требует работы отдельного специалиста. Ох, да где здесь сценарий? Это вот такие диалоги прописывал сценарист? Какая может быть разработка персонажей, если вы просто скопипастили чужие образы? И где тут анимация? Это ведь даже трэшем не назовешь. Как такой продукт можно вообще выпускать и собираться крутить по телеку? Даже ультра дешевый кит ступит на 2x2 не выглядит настолько ущербно. Вали способен развлечь только таких же отбитых сволочей, как я, которым просто по приколу поржать над кривым плагиатом. Кроме того, что мульт является неумелой калькой с Gravity Falls, он больше абсолютно ничем не интересен. Но создатели ставят свой шедевр в один ряд с мультфильмами Disney и Pixar. Без шуток, мне бы вашу скромность. Оригинальный мульт Gravity Falls, на который так пускают слюни татарские аниматоры, рассказывает о семейных ценностях, дружбе, приключениях и самопожертвовании, о проблемах подростков и детей. А о чем Вали? Если его главная цель — дискредитировать татар и заставить их стыдиться родного языка, то создатели справились с задачей на 5 с плюсом. Я искренне надеюсь, что продолжение не последует. Oh man, shit. Спасибо за просмотр, ставь лайк, делись видео с друзьями и подписывайся на канал. Кстати, недавно мы сходили на поле чудес, и если вам интересно, как это было, то вы можете нажать на ссылочку на экране, которая ведет на мой лайв-канал. Там очень тепло и лампово. Низкий поклон вам.